МВД жестко наказало дилеров, предложивших ввести налог на 15-летние авто. Госпрограмму льготного автокредитования дофинансируют. Оптовая цена бензина АИ-95 3 дня подряд бьет рекорды. В Туве чиновники пытаются заблокировать группы в соцсетях, где публикуют данные о местах дежурства ГАИ. Но перед тем, как рассказать все подробности, прошу вас подписаться на канал и поставить ваш царский лайк. За это в конце с меня не смешной анекдот. Также переходите в наши Рутуб, ВК и Телеграм-каналы. История с попыткой главы РОАТ Алексея Подчеколдина ввести дополнительный налог для российских автомобилистов, чтобы подтолкнуть их к покупке новых авто, получила продолжение и закономерный финал. В МВД поставили точку в этом вопросе. Возможно, этот случай станет уроком для других, кому захочется залезть в чужой кошелек, хотя гарантий нет. Общественная реакция на предложение обложить налогом владельцев подержанных авто, а по сути ввести налог на бедность, оказалась настолько резкой, что, похоже, инициатор этого явно не ожидал. Подчеколдин поспешил откатить свои слова назад, прикрываясь фразами вроде «вырвали из контекста» и «не то хотел сказать». Позже он даже изменил первоначальную позицию. Вместо 15-летних машин предложил начать с 25-летних, а размер налога сделать небольшим, чтобы не обидно было. Но суть сказанного уже не стереть. В этой истории Подчеколдин остается фигурой, предложившей решать проблемы бизнеса за счет наиболее уязвимых граждан, переложив на них дополнительную финансовую нагрузку. Время для заявления были выбраны неудачно, слова и интонации тоже, и результат оказался самым жестким из возможных. Реакция на его предложение была молниеносной и массовой. Комментарии и обсуждения посыпались со всех сторон. Чиновники, общественные деятели, журналисты. И в завершении, словно финальный аккорд, прозвучала позиция МВД. Официальный представитель ведомства Ирина Волк заявила, что министерство категорически не поддерживает идеи подобного рода и выступает против каких-либо ограничений по срокам эксплуатации автомобилей. На этом, можно сказать, дискуссия была закрыта и, вероятно, надолго. Тема слишком токсична и лишена здравого смысла, чтобы кто-то в здравом уме решился ее снова поднимать. Любой бизнес, который действительно является самостоятельным, должен уметь справляться с финансовыми трудностями своими силами, через доступные программы, собственные ресурсы, компетенции сотрудников и прочие методы, а не перекладывать свои проблемы на плечи граждан. Если же бизнес тянется к государственным инструментам поддержки, он перестает быть частным и превращается в государственное предприятие со всеми вытекающими последствиями и соответствующими требованиями. Так что, уважаемые представители отрасли, пора определиться, хотели бы вы стать частью государственной системы или остаться независимыми игроками. Четкий выбор в этом вопросе поможет не только решить текущие задачи, но и формулировать устойчивую основу для будущего развития. Сегодняшняя ситуация в отрасли себя исчерпала, нужны перемены, но начинать их стоит не с потребителей, а с самой системы. Пока же происходящее больше напоминает старый анекдот: нужно либо крестик снять, либо трусы надеть. А для тех, кто планирует сэкономить до 40% на покупке автомобиля, используя лазейку в утильсборе, рекомендую обратиться в Hotcar Online. Ребята поставляют автомобили с аукционов Японии и внутренних рынков Южной Кореи и Китая с полным набором услуг от поиска и покупки до отправки, оформления и доставки в ваш город. Hotcar берет на себя подготовку всех документов, перевозку на судне, растаможку, ГИБДД, а вы получаете автомобиль, готовый к эксплуатации. Ознакомьтесь с базой отзывов и рекомендаций от клиентов, с которыми уже пройден этот путь. Контакты и ссылки оставил под видео, пишите или звоните, и вам рассчитают стоимость понравившегося автомобиля и расскажут, как получить выгоду до 40% с рынком РФ. А мы идем дальше. Минпромторг РФ планирует в ближайшие недели дофинансировать госпрограммы льготного автокредитования на 10 миллиардов рублей, сообщил глава ведомства Антон Алиханов на встрече с губернатором Самарской области. Очень важно, конечно, что Центральный банк снижает сейчас ставку.
Мы надеемся на оживление автокредитования, потому что это, конечно, ключевая задача сейчас – поддержать автокредитование. Мы тоже приняли решение, дополнительно профинансируем меры поддержки, связанные как раз с льготным кредитованием. Порядка 10 миллиардов рублей изыщем для того, чтобы дополнительно льготное автокредитование поддержать. Надеемся, что АвтоВАЗу и другим российским отечественным автопроизводителям это поможет, высказался министр. Напомним, по актуальным условиям программы льготного автокредитования базовая ставка составляет 20%, для жителей Дальневосточного федерального округа 25% от стоимости автомобилей с двигателем внутреннего сгорания. Соответствующие параметры действуют для следующих категорий граждан: медицинских работников, работников сферы образования, участников СВО и членов их семей, граждан с инвалидностью, а также семей с детьми, приобретающих автомобиль в субъектах Дальневосточного федерального округа, один ребенок и более. По подпрограмме «Семейный автомобиль» предлагается скидка 10% для семей, имеющих 3 и более детей. По итогам первого полугодия в России при помощи госпрограммы льготного автокредитования и лизинга было продано 82,5 тысячи автомобилей. Объем выданных скидок составил 24,5 миллиарда рублей. Правительство Тувы хочет заблокировать группы в социальных сетях, участники которых сообщают друг другу места дежурства сотрудников госавтоинспекции. Как считают в правительстве республики, такие сообщества помогают скрыть злостные нарушения правил дорожного движения. Проводится комплексная работа по противодействию противоправных деяниям в социальных сетях. Особое внимание уделяется блокировке групп и каналов, известных как анти-ГАИ, которые помогают скрыть нарушения правил дорожного движения. Было направлено обращение в Роскомнадзор, сказал чиновник на записи, опубликованной в телеграм-канале. По его словам, чаще всего такие источники информации помогают избежать наказания за вождение в состоянии алкогольного опьянения и без прав. На Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже третий день подряд фиксирует рекордно высокую цену бензина АИ-95. Сегодня стоимость топлива указанного сорта достигла 78 816 рублей за тонну, рост по сравнению с прошлой неделей 1%. Бензин АИ-92 также дорожает, но не столь быстрыми темпами. Сегодня его цена 67 620 рублей за тонну, плюс 0,5% относительно прошлой недели. При этом оптовая цена 92 не является рекордной. Пиковое значение было в сентябре 2023 года. Дизельное топливо показывает относительную стабильность оптовых цен – 58 452 рубля за тонну. Пропан-бутан за сутки подорожал на 7% до 19 799 рублей за тонну. Впрочем, не стоит забывать, что прямой зависимости между оптовыми и розничными ценами на бензин в России нет. Также нет прямой зависимости в вопросе стоимости дистоплива. Розничные цены на АЗС в России сдерживаются при помощи так называемого нефтяного демпфера. В Минэнерго оценивают риски необоснованного роста стоимости топлива как минимальные. Кроме того, с конца прошлого месяца в РФ действует полный запрет на экспорт бензина. Это мера стабилизации внутреннего рынка в период сбора урожая. Напишите в комментариях, какие цены на топливо у вас сейчас. Будет интересно сравнить. Ну и обещанная мною шутка. Ты почему не возвращаешь долг? Я жду, пока ты забудешь, чтобы сделать тебе сюрприз. А больше автоновостей, инсайдов и юмора вы найдете в наших Рутуб, ВК и Телеграм каналах. Ссылки в описании.